Всем привет, меня зовут Сергей Нева, и вы на канале Не Ноль. Я долго собирал впуск на эту машину, готовился, там какую-то теорию толкал, размещал, нарезал, сделал интеркулер из двух штатных интеркулеров. Ну, в общем-то, я ни разу не проверил этот интеркулер на герметичность. И сейчас, перед тем, как сделать всю систему окончательно, надо же все-таки проверить, а вообще был ли работает или нет, сварил я его или нет, потому что интеркулер, во-первых, бэушный, во-вторых, у него очень тоненький алюминий, грязный алюминий, это все очень трудно варилось, но об этом была прям целая отдельная серия. И вот сейчас я его пытаюсь опрессовать, и как бы сам интеркулер, по сути дела, не течет, я залил в него воды для того, чтобы видеть течь, но наглядный пример, как работают хомуты и галимый силикон. Сейчас я накачал в систему практически 1 бар, он уже сдулся. А все потому, что вот этот вот китайский силикончик, который я так, в принципе, поставил временно, чтобы проверить всю эту замкнутую систему, и не менее китайский червячный хомутик, он вообще вот такие системы даже на таком маленьком давлении держит. То есть он просто травит по плоскости, надувается, раздувает немножечко этот хомут и травит. Вот так вот. То есть здесь силовые хомуты и нормальный армированный силикон держат все. Сам интеркулер, на удивление, оказался герметичный. То есть я в него сейчас вдавливал 1,5 бара давления, и он не тек. А вот все эти чудо-хомуты синенькие, чудо-силиконы синенькие и охрененные червячные хомуты, которые так любят установить в наших сервисах куда угодно, и куда можно, и куда нельзя. Вот они здесь совсем не работают. И это тому пример. Но у меня сейчас лишнего хомутика под этот диаметр просто не оказалось. Система держит давление. Я посмотрел, что 1,5 бара в принципе выдержал этот интеркулер. Сейчас я попробую, конечно, еще накачать, но вряд ли мне эти хомуты, скорее всего, их разорвет быстрее, чем разорвет интеркулер. Ну, сейчас попробую, что из этого получится. Ну, а сейчас в системе ровно 1,2 бара, и хомут просто вот надулся, как шарик, и из него сечет. Ой, где бы найти мне сейчас хомутик, чтобы проверить всю систему на 1,5 барах? Не знаю. Ну, так что вот так вот использовать китайский силикон и червячные хомуты на впуске. А потом искать, а почему же машина не едет, а почему же на буст не выходит. Точнее, она выходит на 4-5 тысяч оборотах. А где моя вся мощность? Вот где, в китайском говне. Ну, на самом деле, оно не такое же говно, но для нормального впуска, даже вот на новых трубах, новый силикон такой не подходит. То есть надо все как-то брать соответствующее тому сетапу, который строится. Так что вот так. Нашел я хомут помощнее, он не совсем нужного размера. Но, в общем, попробую. Если будет держать, то хорошо, попробую на максимальном давлении. Если не будет держать, ну и хрен с ним. В общем, видно, что интеркулер заварит герметично, и уже его можно будет закреплять. Так, ну что, давление 1,5 бара,
потек еще один хомут, но интеркулер не течет. Интеркулер работает. Вот сейчас на 1,5 барах потек второй хомутик с таким же силиконом. Вот. А весь интеркулер сухой и целый. Что, конечно, очень и очень радует. Вот давчик сейчас еще держится 1,5 бара. До 2 давить не буду. Такого давления здесь никогда не будет. 1,5-то здесь не будет никогда. Какие бы турбины ни ставили. Я думаю, максимум здесь 1,2 в пиках будет. Так что, в принципе, можно считать интеркулер готовым к работе. Интеркулер сейчас закреплен жестко к кузову на центральном болте. Вот здесь находится его крепление. Это пока единственное крепление интеркулера. И сейчас мне предстоит его закрепить еще с боковин. Я нашел здесь на кузове 2 отверстия штатных. И поставлю сюда вот такие закладные, в принципе, от того же интеркулера, которые были. Они с демпфером, с резиновым. Потому что боковинки у кузова, они ходят, и жестко закрепить его по всему периметру нельзя. Центр можно, потому что он является центром, и он не ходит, а боковинки придется крепить вот через такие демпферы. Но еще проблема в том, что у интеркулера боковые вот эти части, они очень тоненькие. Во-первых, он обрезанный, и здесь вот прям сразу тело его соты. Поэтому сюда придется еще наваривать какую-то плоскость, для того, чтобы к этой плоскости прицепить крепление. И тогда закрепить боковину интеркулера тоже к кузову, чтобы он никуда не двигался. Но если с креплением интеркулера и с самим интеркулером, с его герметичностью как-то все прояснилось и можно продолжать делать, то с самой конфигурацией впуска возникают нюансы, притом некоторые несовместимы один с другим. Первой проблемой стала та труба, которую я уже показывал в предыдущем видео, это труба от дальней турбины. Вот эта дальняя труба, не то чтобы ее приходится переделывать, нет, конфигурация останется прежняя. Но единственное, что мне придется сделать, это перенести демпфер, вот это соединение между трубой, которая находится на двигателе, и трубой, которая находится на кузове, чтобы она демпфировала, перенести как можно более к центру мотора, для того, чтобы эта длинная труба не была таким рычагом и не выламывала всю остальную конструкцию. Все везде проходит очень плотно. В этой нише внутри, куда пройдет труба, придется ее закрепить жестко, и поэтому здесь придется поставить, наверное, двойной демпфер. В штатных трубах впуска,
конечно, все намного проще. Они очень длинные, они хорошо амортизируют любые колебания мотора. В моих же трубах очень много жестких соединений, поэтому демпфировать практически негде. Во время всех этих кастом-работ приходится очень много всего пилить, размечать. Притом надо все это делать как можно более ровно. И я частенько упоминаю о приспособах, об инструментах Михаила S3D TIG. Тут даже не рекламы ради, а пользы для, потому что этот человек делает полезные инструменты и делает их дешево, дешевле всех своих конкурентов и очень качественно. В резке я часто применяю врезки отводов такие струбцины, зажимы для трубы, притом это можно как пилить болгаркой, ну и, конечно, для размещения секторов, углов, различные транспортиры. В общем, переходите по ссылке внизу в описании на его сайт, посмотрите, что у него там есть, очень рекомендую. А также у меня на канале есть плейлист, посвященный его инструменту, который я тем или иным образом описывал, делал какие-то обзоры или в работе применял прямо с рассказом, как это работает. Так что и это видео, этот плейлист тоже внизу в описании. Ну а если вы давно хотели протестировать какой-то инструмент, но у вас его нет возможности сейчас приобрести, но хотелось бы посмотреть, как он действует, напишите в комментариях про этот инструмент, а я уже посмотрю, может, он у меня есть, или у меня есть возможность его приобрести и снять на него обзорчик. В общем, напишите в комментариях.
Но если к таким нюансам-то я был готов, то, в общем-то, возникают еще такие, которые никак не были в моих планах. И модифицировать я их совсем не собирался, но придется. И засада возникла вообще там, где ее не ожидал. На трубке фильтра, от фильтра до входа в турбину, через МАФ проходит трубка непонятного сечения, ну, точнее, нестандартного сечения. А все дело в том, что штатная система впуска, расположенная вот здесь, от которой я использовал родную заводскую резинку и свод двух турбин на впуске, она выходит и соединяется с расходомером, то есть вот так. А дальше идет штатная коробка, где располагается фильтр. У нас же штатной коробки не будет, во-первых. Во-вторых, вместо этого всего фильтра будет нулевичок. И расположить этот нулевичок вот здесь сверху, ну да, может быть, было бы красиво, но немножечко неэффективно, потому что он бы загребал бы очень много горячего воздуха. И очень хочется его унести, вот единственное отверстие, которое уходит прямо на улицу, это вот сюда в крыло. То есть поставить его вот так вот здесь, за фарой. Потом можно ему сделать какой-то экранчик, даже экранчик, может быть, особо не нужен, ну, по крайней мере, сделать крепление. И вот уже из этого положения его увести надо вот сюда. Но дело в том, что штатный МАФ имеет сечение трубы 83 мм. Вход также 83 мм. А заводских труб в стандарте 83-мм алюминиевых не существует. Существует 7,6 труба. И как большинство тюнинговых проектов делают, они сюда ставят 7,6 трубу, делают переходничок из 83 в 76 небольшой, и там тоже делают вставочку и все это вставляют. Я же заужать после МАФа диаметр совсем не хочу. Увеличить диаметр в большую сторону, это значит перейти на 89 трубу. Но тогда у меня нет соединения с резинкой. То есть я не могу 89 трубу туда просунуть никак. И мне придется из 89 трубы сделать 83-ю. Как этого я буду делать, еще толком не знаю, точнее, как это получится. Но мне ее, скорее всего, придется разрезать вдоль и переварить новый шов на трубе. Получится 83 или развальцевать. Я надеюсь, что эта конфигурация позволит уместить трубку, выходящую из интеркулера, идущую через весь мотор и приходящую в дроссель. Эту 63-ю, переходящую в 70-й диаметр трубу, я смогу разместить вот здесь вдоль и уже, не препятствуя ничего, поставить 90-градусный поворот и зайти прямо в дроссель. Здесь уже внизу как-то обвести это все. Еще в системе добавился отсутствующий до этого радиатор АКПП. Это прям штатный радиатор от кузова Эклипса. Мы его нашли и сюда прям прикрутили, потому что что-то выдумывать сюда я не вижу смысла. Штатный радиатор будет отлично справляться с текущим сетапом.
каждый раз кажется, что ну вот еще пара кронштейнов, пару трубочек сварил, и все, машина готова. Но эта пара проходит, к ней появляется еще одна пара этих кронштейнов. На самом деле, вот часть, что касается электрики, тут еще миллион всяких уголков, кронштейнов, закладных, которыми крепить провода, эти блоки предохранителей. И уйма времени уходит на это, на все эти вот мелочевки и доделывание вот просто вот крошечных работ. Так что делаю. Я надеюсь, что вам этот сериал не надоел. Уже подоспел следующий сериал, но надо этот закончить. Я думаю, что вы ждете результата, как она поедет. Я надеюсь, что я его покажу. Так что, кому это интересно, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, жду ваших комментариев по поводу конфигурации впуска. Какие заморочки придумали вы в своих головах? Напишите в комментариях. Варю я свои железки на вот таком стареньком свароге. Это тик-сварка, сварка в среде аргона. Для сварки всех нержавеющих труб я использую обязательно поддув. Что это дает? Да вот такой шов изнутри. Такой же, как снаружи, такой и внутри. Он внутри не окисляется. И, конечно же, газа уходит намного больше. Ну, кстати, тема сварки и сварочных аппаратов – это достаточно актуальная. Я уж очень сильно хочу сменить свой аппарат, и надеюсь, к Новому году мне удастся. Это эпопея. Ну, а вы какой аппарат сварочный порекомендовали? Напишите в комментариях. Вообще все впуски частенько делают из алюминия. Алюминий очень легкий металл. И, в принципе, давление, которое есть во впуске, стандартные трубы, там 1,5-2 мм толщиной, прекрасно держат. И я в основном свои впуски делаю из вот таких алюминиевых пайпов. Они, в общем-то, идут для того, чтобы создавать из силикона и этих пайпов универсальные впуски. Но я их как бы свариваю и люблю их из-за того, что все искривления этих пайпов, они в целом идут с сохранением диаметра. Так же, как, например, на выхлопе я применяю 90-градусные отводы и нарезаю их секторами. Хотя частенько даже при этом приходится использовать какие-то сектора. Вот идет впуск, и вот здесь вставлен сектор. Ну, надо было там развернуться, чтобы пройти между препятствиями. А так в целом получается впуск на этих гибах, на этих пайпах очень плавный, и в целом достаточно мало швов на нем используется.
Выходы с обеих турбин имеют вот такой вот фланец, он фиксируется на болт. Но это не силовое крепление, его легко выломать, если эта труба будет ходить. Поэтому в обязательном порядке приходится делать крепление по блоку, чтобы эти трубы не выламывали из турбины, из алюминиевого хаузинга. И при качениях мотора были зафиксированы и ходили вместе с ним. Поэтому все штатные крепления приходится повторять. Но так же, как и от дальней турбины начала, так и от ближней турбины, оно имеет переход диаметра. Это все сделано для того, чтобы поток как можно быстрее проходил по этим трубам, ускорялся. Я весь впуск хочу сделать именно в режиме скоростного впуска, никаких торможений большими диаметрами, все, чтобы как можно быстрее воздух добрался из турбины до дросселя. Поэтому большая часть трубы построена на малом сечении, потом она переходит в большее, в 50-й размер, и потом уже заходит в интеркулер и переходит в общую трубу на дросселе. В принципе, построение и длина этих пайпов даже короче, чем на штатном VR4 впуске, за счет того, что диаметр меньше, да и длина, в принципе, такая же, потому что расположение всех пайпов такое же. Единственное, что вторая турбина идет по другой стороне, но примерно тем же путем. Все магистрали впуска готовы, и можно, в принципе, заводить мотор, но сейчас не хватает одного важного узла. Если сейчас завести этот мотор и закрыть дроссель, то давление в этой трубе, во впускной магистрали, может его как минимум выдавить. И вот этот избыток воздуха при закрытии дроссельной заслонки надо запустить либо обратно в систему, либо выкинуть в атмосферу. В зависимости от этого поставить либо байпасный клапан, либо внешний blow-off, тот самый, который красиво пшикает. Но проблема в том, что штатный пластиковый клапан, хотя, конечно, хотелось бы его заменить на железный от EVO RS, но да ладно, его в любом случае разместить ну просто некуда. Его надо разместить так, чтобы его выход заходил во впускную трубу после расходомера, но ни в коем случае не был направлен на расходомер, и не масло из впуска и сам воздух не попадал на мембраны датчика расхода воздуха. Где его разместить, я совсем не представляю. Сверху, снизу. Штатно он вообще стоял там под трубками. Ну, в общем-то, да и какой-то он вообще несуразный. Для него надо делать трубку в одной трубе, трубку во второй трубе, соединять это все патрубками. В общем, куда лучше заменить все это дело на более оптимальный по размерам и по габаритам клапан. И такой клапан есть. Это клапан от Subaru. Достался он, конечно, мне бэушным, но Aquablasting творит чудеса.
и теперь он похлеще новенького выглядит. Чем он хорош? Ну, прежде всего, он уже имеет посадочную плоскость через фланец, и его можно компактно посадить на впускную трубу. Выход, соответственно, у него также соединится со второй трубой патрубком, но уже одним патрубком. Ну и прям место для него вот здесь просится. Вот так как-то его разместить, сделать ему фланец и уже патрубком соединить с магистралью от фильтра. Вообще, конечно, весь этот впуск можно было не сваривать, а собрать из тех же пайпов, которые я говорил, универсальных, и силиконовых поворотов на нужный градус. В принципе, собрать при наличии всех этих поворотов можно любую систему, но все вот эти повороты практически не держат давления. То есть прямые участки, которые я стыкую трубы практически друг в дружку и соединяю их хомутом. То есть там выхода на силикон практически нет, и поэтому она держит достаточно хорошее давление. И, кстати, я когда опубликовал сторис с какими-то заготовками из этого впуска, а у меня на канале в Телеграме, ссылка на него есть в описании, а также в Дзене, все эти истории, которые обычно на Ютубе или Инстаграме держатся день или неделю, там они сохраняются навсегда, поэтому подписывайтесь на мой Телеграм, если хотите видеть мои сторис после того, как они удалятся везде. Так вот, в этой истории было сразу куча комментариев, потому что лежал вот этот пайп просто для примерки, и сказали: ой, да, ты что, применяешь вот эти все силиконовые повороты. Ну вот как раз объясняю, не применяю, потому что они очень как раз ненадежны. Проще сварить все один раз качественно, чем 1000 раз потом разбирать, собирать и искать там, где это будет сечь. Вообще, конечно, у всех этих сваренных цельных труб есть один большой недостаток. Их очень трудно монтировать, потому что они обычно достаточно большой длины, достаточно жесткие. И чтобы их установить в то место, где они должны стоять, это надо постараться. Но в целом, если заранее продумать алгоритм, по которому они монтируются, то все становится так, как было размечено изначально. Дальняя труба на вид, конечно, очень длинная, но это обманчивое представление, потому что она, в принципе, полностью повторяет штатный впуск. Что штатная труба, что моя новая проходит
примерно в одно и то же место, только в моей сечении этой магистрали меньше, поэтому скорость потока больше. Вторая же трубка, в отличие от штатной, которая проходит и соединяется Y-пайпом в один пайп и заходит в один интеркулер, у меня развернута в другую сторону. И ее длина еще короче, чем у штатного впуска, потому что штатный впуск проходит до соединения, потом проходит весь этот путь. Моя же новая труба, она уходит в другую сторону и сразу разворачивается под бампером и заходит в интеркулер. Ну и, конечно, все приходится собирать в определенной последовательности. Этот алгоритм, он в процессе вот этого всего создания как-то создался, и по нему приходится действовать, потому что вставить некоторые трубки после того, как вставлены будут другие, будет практически нереально, ну или, по крайней мере, очень сложно. Я всю эту машину в этот раз собирал без подъемника, ну, не специально, так получилось, но, по крайней мере, есть показатель, что не все, что делается, то можно сделать на подъемнике, а можно это все сделать вот так вот, сидя на коленке. Труба от ближней турбины фиксируется на корпусе коробки передач. Это еще второе дополнительное крепление. Не совсем штатная, потому что труба развернута сейчас в другую сторону, но также надежная, потому что коробка передач, она двигается совместно с мотором, вместе с мотором. Единственное, что неудобно, конечно, закручивать новые болты, потому что разворот как раз идет через болт. Но приходится чем-то жертвовать. Ну, даже моя кастомная труба нестандартного сечения, которую я сделал из более толстой трубы, и та, в принципе, налазит в штатное место, на штатную резинку, и крепится даже к кузову. Ну вот, казалось бы, не впихую моя сюда трубка, но вот под нужным углом, если вставить один угол и вставить другой угол, то все встает на свои места, туда, где она изначально проектировалась, во все свои штатные резинки. И последняя трубка во всей этой эпопее, самая крошечная и, в принципе, тоже силиконовая. Ну, как бы она ни выглядела, эта система впуска, главное, что она должна работать. Сейчас посмотрим, где наш пшик-пшик. Ну что, она работает. Ну, ощутимого пшика нет, все-таки байпас, но круто, можно выезжать на улицу. Да, конечно, сейчас каких-то супер звуков нет, нагрузки нет, это просто как бы педалирование на холостом ходу. Блин, вот дым в закрытом помещении. Ну, кстати, сейчас выхлоп стоит на тихой заслонке, и было слышно, в принципе, только мотор. В закрытом помещении выхлоп вообще тихий. Кто не смотрел, серия про выхлоп отдельно была до этого.
Ну что же сказать, рабочая эта конфигурация или нет, можно будет только выехав на дорогу или съездив на настройку, на стенд, на замеры. Но в целом, по крайней мере, соединить впуск я соединил. Два интеркулера срощенные в один. Вполне себе рабочий вариант. Как это будет работать, как производительно, не знаю. Посмотрим. Все уместилось. Бампер должен поставиться. Честно говоря, не примерял. Длина магистралей практически штатная, а вот сечение магистралей несколько уже на большем протяжении пути. И впуск должен быть очень скоростной. Байпас я поставил в итоге вот субаровский, вот сюда, соединил его со впуском. Все это штатно и красиво смотрится, но смущает несколько фактов. Первый. Вот этот вот CD-шланг, ну совсем он здесь не в тему, нужен как минимум черный. Ну и второй вопрос в том, что что-то не нравятся мне все эти алюминиевые трубки. Ну как-то не совсем это корч. Я вот думаю, можно отказаться от цвета алюминия и покрасить все трубки в какой-нибудь цвет. Сомневаюсь, конечно, про трубки вот эти нержавеющие. Цвета побежалости на них, конечно, мне очень нравятся, но тоже такая корчевая тема. Надо ли ее оставлять? Не очень-то уверен. Тут у меня назревает очередной вопрос. Если уж красить эти трубки впуска, ну, в основном алюминиевые, я говорю, про нержавеющие не знаю, то в какой цвет? Сразу скажу, мое предположение – это черный полумат. Ну, вот так все в черно-красном стиле, оно будет здесь красиво, с небольшим вкраплением алюминия в виде коллектора, все остальное достаточно стильно. Напишите в комментариях, какого цвета вы бы сделали эти трубы впуска. А я, в общем-то, в следующий раз, почитав эти комментарии, ну, сделаю вывод и покрашу их в тот цвет, который напишите. Ну, или в свой. Я надеюсь, сегодняшняя долгая подробная серия вас сильно не утомила. И это, пожалуй, наверное, предпоследняя серия в этом году. В следующей серии мне останется только затянуть провода, перенести аккумулятор, то есть такое или в основном электрика, ну и, в общем-то, выехать на дорогу, чуть-чуть пожиганить, если получится, уже по снежку. А дальше там уже что будет, а я буду перемещаться к своему следующему проекту Save the Eclipse 3 сезон. Это Eclipse G3, который висит как раз наверху, из-за которого я здесь на коленках и лазию 2 недели, а то и больше. Ну, а на этом это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про мой канал NeoFAQ, в котором я размещаю видеоответы на ваши комментарии. Всем удачи, всем пока.